Привет, дорогие друзья! Ну вот, закончил я наконец свой стенд. И теперь мы сможем с вами полноценно испытать данную турбину. То есть все уже к запуску готово, все подключено, все уже готово. Я уже тут даже подзаправлял керосинчику. И так, друзья, не скрою, я тут даже сегодня немножко поигрался и запустил ее. Это для тех, кто переживал, чтобы я не лез в нее, потому что неизвестно, была рабочая она или нет. Ребят, она рабочая, она работает, все с ней хорошо. Даже если бы она не работала бы, мы бы все равно ее починили, сделали, и она все равно бы у нас заработала. Видео немножко затянулось с этим стендом, так как не хватало некоторых деталей. Не хватало самой основной детали. Это вот этой подставки для турбореактивного двигателя. Это и подставка, и весы одновременно, да. То есть тут внутри уже встроенные весы. Когда начнем, ребят, я хочу сегодня просто показать вам стенд, что я сделал, как оно выглядит, как оно работает, что для чего предназначено. Ну, а уже сразу в следующем видео я скажу, там будет запуск. Сегодня запуска не будет, потому что уже на улице вечер. И я вот недавно только закончил все эти дела, все приготовления, и поэтому сегодня уже никак. Еще хочу сказать, ребят, огромное спасибо всем тем, кто писали под последним видео, под последними видео даже. Ну, комментарии, обсуждения, рассуждения. Ребят, это очень приятно, когда я вижу, что публика как-то реагирует, что народ интересуется чем-то, кто-то что-то спрашивает, кто-то что-то советует. То есть я не хочу сказать, что я там супер специалист такой и не нуждаюсь ни в чьих советах. Ребят, это не так. Вы можете спокойно мне что-то советовать, кто-то там что-то пишет, советует. Я открыт для всех предложений. Поэтому не стесняемся, комментируем видео, ставим лайки. В общем, вот такой вот получился у меня стенд, ребят. Итак, самая главная деталь, начнем так по порядку, так сказать. Это является вот эта вот подставочка для турбореактивного двигателя. Здесь у нас имеется маркировка. То есть зажимать двигатели мы можем здесь от 64 мм до 120 мм. И максимальная тяга 45 килограмм. Ребят, вот эти размеры это без использования вот этих вот проставок. Если их использовать, они идут в наборе, то можно зажимать до 146 миллиметров турбины. То есть они позволяют немножко выйти за пределы этих рамок. Девайс достаточно не дешевый, не очень все это бюджетно. Заказывал я данный девайс во Франции, в интернете. И он мне в течение 2 дней уже пришел по почте. То есть довольно-таки быстро, я бы сказал. И вообще качество и сама реализация идеи, оно меня вообще в принципе удовлетворило и даже удивило, как все это тут организовано, сделано. Сейчас я постараюсь провернуть и показать вам. Вот так он выглядит с задней части. Ну и вот так вот осуществляется крепление турбины. Можно, конечно, ослабить эти 2 болта, снять эту пластину и перевернуть. И тогда можно будет турбину прикрутить отверстиями. Вот в данное отверстие здесь сделана специальная резьба. Ну, я считаю, для данной турбины это самое идеальное решение, как ее закрепить, поэтому так и останусь. Как я уже сказал, этот девайс имеет встроенные весы. Вот он выходит, здесь кабель. И вот так вот выглядит приборная панель, скажем так. Включаем.
Все видим по нолям. И теперь, если я начну двигатель тянуть на себя, видите, тяга поднимается. Я так измерял, ну, довольно точно. Поэтому, я думаю, стоит этому верить. Так что будем испытывать. Теперь мы можем замерять тягу. Стоит до 45 килограмм, но я думаю, все-таки можно намного больше. Ну, не намного, может быть, ну, до 50 килограмм точно. В моем случае этого вполне достаточно, даже 45 килограмм. Следующим прибором, установленным здесь на приборной, так сказать, доске, является датчик температуры. Это выносной датчик температуры. Сейчас он показывает 16,4 градуса у меня здесь в гараже. Он будет устанавливаться вот здесь сзади на срезе сопла для измерения выходящих газов. Не знаю, на сколько часов он мне будет нужен, но я думаю, что иногда можно будет им пользоваться. Нужно только придумать кронштейн крепления сзади, для того, чтобы сам датчик температуры мог держаться. Стоит такой девайс недорого, я его покупал на Алиэкспрессе. Если вот кому нужно название, я могу оставить. Следующая вещь, так сказать, не относящаяся к турбине, а относящаяся к стенду, это сервотестер, который здесь установлен. Установлен он здесь для того, чтобы можно было тестировать турбину без помощи аппаратуры. Естественно, можно испытывать и с аппаратурой. Если мы, например, возьмем, здесь у меня в коробочке есть вот такой приемничек. Если мы возьмем вот такой приемник, его можно будет здесь где-нибудь разместить, подключить к нему кабель, и тогда можно будет управлять уже с помощью аппаратуры турбиной. Но это не всегда удобно и не всегда нужно, поэтому сделал такую вот крутилочку специально для того, чтобы можно было без помощи аппаратуры управлять любой из турбин. Все это организовано здесь внутри, все это сделано. Также панель эту я сделал на 3D принтере, сделал ее из двух частей, тупо распечатал, ну и сделал самое плохое качество, потому что мне важен был результат, а не то, как оно будет выглядеть. Поэтому главное, что у меня все эти приборы здесь держатся. Поэтому я думаю, это нормально для такого стенда. Здесь также установлен вот такой бачок на 1000 мл. Специально сделал литровую колбу. Ну, не сделал, купил. Тоже, ребят, покупал на Алиэкспрессе. Стоит копейки, где-то в пределах, по-моему, 4 евро я отдавал за нее. Удобная вещь. Для чего она мне нужна, спросите вы, я скажу. Ребят, нужно замерять расход топлива. Не для того, чтобы мне знать, сколько он там расходует в минуту, в час или еще как-то. Мне это абсолютно не важно. Мне это нужно для телеметрии. То есть этот стенд, ребят, сделан не только для этой турбины. Здесь будут тестироваться абсолютно все турбины, которые у меня будут. Поэтому очень важно, чтобы этот стенд был универсальным и подходил для любых турбин. И для меня было это очень важно. И теперь вернемся к этой шкале. Мне нужно это для того, чтобы замерять расход. Потому что все современные турбины и также мой современный пульт управления, он имеет телеметрию. И на телеметрии отображается количество топлива, находящееся у меня в баке. То есть летаю я уже не по времени, не по минутам, но именно наблюдаю, сколько топлива у меня в баке. И естественно уже тогда я знаю, когда совершать посадку. И поэтому здесь внутри мозгов, в любой турбине, нужно настраивать расход насоса, чтобы правильно отображалось на телеметрии. И это нужно всегда подгонять.
Поэтому это очень-очень нужная вещь именно на стенде. На самолете это сделать сложно, так как там баки, они зачастую установлены так, что их особо не видно. Ну и там настолько точно ты не сможешь это сделать, поэтому лучше сделать так. Из интересного сделал вот такую подставку для насоса. Спросите меня, зачем? Если честно, ребят, сам не знаю, но показалось мне, что так будет удобно. В плане того, что это дает мне некую универсальность. То есть, если я меняю турбину, я беру эту резинку, скидываю, снимаю насос, ставлю другой насос, другую турбину. Опять же, одеваю на эти крючки резинку. Одной рукой это не так просто. Все, зафиксировали. Он уже не болтается. Он не сверхкрепко здесь сидит, но этого достаточно для того, чтобы он уже не болтался и достаточно хорошо здесь сидел. Вот такая получилась стоечка. Тоже сделана на 3D принтере. Сделал также такой держатель для краника. Краник нужен мне для того, чтобы перекрывать топливо, потому что эта колба, она вертикальная и всегда идет подпор жидкости здесь внизу, и возможно, что через насос будет потом потихоньку продавливать в турбину, поэтому мне это здесь не нужно, и я сделал здесь краник. Вообще краник всегда нужен, даже в модели он всегда нужен. Есть, конечно, вот такой запорный клапан на каждой турбине, который закрывает подачу топлива и открывает ее только в том случае, когда ему скажут мозги. Но, как показывает практика, не всегда это работает, и поэтому лучше всегда подстраховаться и поставить вот такой запорный краник. Он кушать не просит, места много не занимает, но дает дополнительную защиту от вытекания керосина. Поставил также, ребят, здесь фильтрик на выходе, то есть на входе в помпу. Это сделано специально для того, у меня здесь крышка вот такого плана. То есть я буду заливать всегда сверху, это здесь просто вентиляционное отверстие для того, чтобы когда идет расход топлива, чтобы здесь не создавался вакуум. И заправка будет происходить через вот эту горловину. И возможно попадание какой-нибудь мусоринки, какой-нибудь песчинки. И это может заклинить насос. Поэтому фильтрик здесь будет не лишним. Также сделал крепление для мозгов турбины. Можно открутить и заменить, поставить другие мозги и дальше тестировать. Все вот на таких вот липучках. Это сам терминал для считывания параметров турбины. Поэтому он будет всегда меняться. Всегда будет здесь другой. Ну и также все остальное тоже сделал для удобства. Все сделал на липучке. Единственное, что вклеил на секундный клей, это вот эту вот крутилочку. Вот такой вот, ребят, получился стендик. Немало я тут повозился с ним. Вроде бы кажется, что не так уж и много труда. Но все это занимает время. Я не стал снимать конкретный пошаговый обзор, как я это сделал, как я это собирал, потому что не видел просто в этом смысла. По мне так кажется, показать проще и лучше уже готовый результат. Не знаю, что вы думаете по этому поводу. Если вы думаете, что лучше снимать весь процесс, если вам нравится именно съемка самого процесса, пишите об этом в комментарии. Я почитаю и, может быть, уже решим потом. Не знаю, интересно вам будет смотреть, нет. Если снимать полноценные какие-то видео, когда ты начинаешь что-то с нуля. Или же показать вот уже как этот готовый результат.
Итак, ребят, все готово, все подключено. Следующее видео уже будет запуск данной турбины. Уже протестируем. И еще что хотел сказать по данной турбине. Ребят, я заменил здесь подшипники. Потому что после первой разборки, которую вы видели на канале, я услышал, что подшипники, они как-то подвывали. И было принято мною решение о замене подшипников. И я ее полностью разбирал. Еще выйдет видео на канале. Полная разборка, ремонт и замена подшипников на данной турбине. Там уже вы полностью увидите все внутренности. Как она сделана и из чего она состоит. Поэтому тест этот первый он будет. Но будет не на полный газ. Где-то до половины я буду ее выводить, тысяч на 70, на 80 тысяч я ее смогу вывести, потому что она еще не отбалансирована. Ее нужно теперь балансировать. Балансировать я сейчас пока не могу, так как у меня нету еще стенда для балансировки. Ребята из России уже мне его отправили, сделали, но он еще в пути. И как только он придет, я смогу уже сделать полноценную балансировку. Ну и тогда мы уже сможем с вами протестировать ее на полный газ, на всех режимах. Я думаю, сожгем не 1 литр керосина. И там уже будет более полноценный тест. Ну а так вот, в принципе, все рассказал. Я думаю, было более понятно, как вот есть. Пишите в комментариях, что вы обо всем об этом думаете. Интересна вам данная тематика? Нет. На этом, ребят, пожалуй, все. Буду заканчивать данное видео. Хотел сделать просто кратенький обзор данного стенда. И сказать, что ждет нас уже в дальнейшем. В дальнейшем ждут нас запуски. Запуски не только этой турбины. Буду запускать и другие турбины. Покажу. Сейчас у нас время уже зимнее. Мы уже потихоньку переходим на зимний сезон. Нужно будет все эти модели еще мыть, потому что они грязные довольно-таки. Видно, да? Все это мыть, чистить, что-то где-то подделывать надо будет. В общем, работы еще будет много. И все это буду снимать на камеру. На этом все, ребят. Всем большое спасибо за внимание, за просмотр. Благодарю особенно тех, кто досмотрел до этого места, до конца. Именно вы, ребят, вы двигаете канал, продвигаете, заряжаете мотивацией. Не стесняйтесь, пишите в комментариях, обсуждайте, делитесь своими впечатлениями, мнениями. Может быть, кто-то хочет мне что-то подсказать. Ребят, я открыт для всех ваших предложений. На этом все. Всем счастливо и всем пока.